Я приветствую вас на своем канале, меня зовут Алексей Ведехин. А это небольшая отсылочка к прошлому видео. Нет, не код, а именно плиты. Хотел я взять оттуда кирпичи, но нашел плиты. И использовал их как хотел, не считая еще пары артефактов, если их так можно назвать. О локации, на которую мы сегодня отправимся, я бы хотел рассказать немного в другой обстановке. Заброшенный санаторий Салтек прекратил свою деятельность примерно в 2007 году. Это трехэтажное здание с цокольным этажом, на котором находились медицинские кабинеты. Собственно, вокруг этого этажа существует несколько баек, но все они сводятся к одному, что там совершались некие жуткие деяния над пациентами. В общем, цель попасть в подвал, а дальше по обстоятельствам. Всем привет! Сегодня мы решили посетить заброшенный пансионат Салтек. Он должен быть внизу, как раз мы в него зайти должны сейчас. Там просто есть такая интересная штука, в общем, цокольный этаж, на этом цокольном или подвал. И там, процедурные комнаты, в общем, там такая жуткая ванна, если ее не стащили, еще должна быть. Хотим это все посмотреть. Да, вот это здание. Блин, а вот дорога какая-то. А как это так? Ну, это дорога, наверное, через ворота. Ух. Как это все-таки интересно выглядит. Ну что ж, сейчас пойдем внутрь. Скажу сразу, цели искать злых духов у нас не было. Мы просто хотели посмотреть этот атмосферный этаж вживую, так как кроме обоссанных стен и кучи старого хлама здесь ничего нет и быть не может. А может, я ошибаюсь, и это место кишит призраками. Отдельно, наверное, процедурная. Так, я не знаю, сразу сходить в подвал или походить по зданию. Наверное, сразу пойдем в подвал. Это 2007 еще работал. Что такое? Блин. У тебя. Ну там еще коридор. Сейчас пойдем в длинный коридор посмотрим. И с улицы заходим. Да, это оно, походу. Надо найти эту комнату. Так, ну тут ничего такого. Тихо. Шприцы, что ли? Ну, конечно, это же процедурный кабинет. Как же без шприцов-то? Плитка. Никому не нужна плитка. Смотрите, сколько тут плитки. Может, кому-то нужно сделать ремонт. Какой ремонт? Что несу? О, не, я думал, это этот. Тоже выход на улицу. Нашла что-нибудь? Да, вот процедурная, значит, где-то должна быть эта жуткая комнатка, скажем так. Каких овощей? Это процедурная, здесь типа спа, там, не знаю, как это называется. Деревянный ящик. Смерть ваша. Так, а вот это у нас... Что такое? Швабра какая-то. Баня, что ли? Парилка. Так, ну ничего, кроме парилки я не вижу тут никаких ванн, жутких херни. Смотри, как здесь закрывали, что ли? Замок как будто здесь закрывали. Тут тупик. Может, сейчас дойдем, посмотрим.
Жуткий коридорчик. Зала нет. Вот так опасно все это будет твориться. Все на месте. Да я даже не знаю. Розетка. Ух. Я тебе вот так говорю. Значит, аккуратненько. Кинозал, что ли? Какой нафиг кинозал? Это этот, блин. Я же тебе говорю, процедурный подвал, короче. Ванну, видимо, стащили уже. Что это? Что там? Ну, вот душевые. Значит, здесь должно быть. Блин. Вот она. Да. И чем она страшная? Ну, типа жуткий, знаешь, как фильмов ужасов. Типа ванна, где там, ну, в общем, делали всякое. Еще одна ванна. Еще одна ванна. О! О, вот это вот уже, да. Прийти в такое место и не провести свой собственный эксперимент. Почему нет? Ведь у локации есть легенда. Понятное дело, что все это чушь, но для галочки это сделать нужно. Многие искатели паранормальщины делают это исключительно ночью. Ведь именно ночью армия призраков выходит проветрить свои задницы. Если место аномальное, то оно аномально. Изначально мы тоже хотели приехать сюда ночью. Исключительно в целях получения острых ощущений. Ведь ночью бы это выглядело намного интереснее. Хорошо, что этого у нас не получилось. Почему? Вы узнаете позже. Знаете, как говорят, заброшенные места могут являться аномальными точками. Вот это я хочу сейчас проверить. Ну ничего, ты не останавливаешься. Стой. Да нет, тут все нормально. Так что здесь все нормально. Здесь никого, похоже, что не убили, и можно идти дальше. Я такое нашла помещение, где процедура была душ, жаркое. Вот она. Когда встают к стенке, и тебя херачат струей холодной воды. Процедура эта называется душ Шарко. А в соседней комнате стоит еще пара приспособлений, но уже для другой терапии. Давайте посмотрим, что у нас тут. Какая-то тряпочка. А, это пакетик. Короче, тут кто-то бухал просто. Кого-то вешали, что ли? Да не, глупости. Глупости, ладно. Подвал мы осмотрели. Можно, в принципе, подняться наверх. Что там снизу-то ходить? Наверх сейчас поднимемся, да посмотрим. Так, надо выглянуть в окошечко. Стекла. Стекла везде на полу. Ну, это как всегда. Ничего удивительного. Ты поаккуратней. И чего там? Он дальше идет на супругу. Чего? Крыша? Ну, конечно, ну, а как? Ну, не крыша, а чердак. Там залезать неудобно. Еще вот эта прямая лестница была под углом. Дай-ка смотрю, что тут нечего вылезти. Собственно, вот мы залезли на крышу. Точнее, на чердак. Ох, сейчас тут, наверное, печет. Ну, собственно, крыша как крыша. Что такого? Пройдемся здесь. Ну, все, там тупик. Такой вот небольшой чердачок. Ну что, пока он там гуляет по чердаку, мы с вами пройдемся
на втором этаже. Балкончики такие уже под наклоном. Немножечко страшновато сюда выходить. Но вид, конечно, красивый. Все трещит, все скрипит. Паркетик такой старый. Все. Что-то закрытые дверцы. Стандартный советский пансионат, скажем так. Какая светлая прям комната, в отличие от остальных. Стекла везде. Знаешь, а вот здесь живность обитала. Третий этаж санатория, фекалий кабана. И, скорее всего, не одного, так как они живут семьями. Соответственно, на втором и первом этаже они тоже обитают. Когда мы подходили к пансионату через лес, там стоял сладковатый запах трупочинки. Возможно, это приманка. Теперь вы понимаете, почему я сказал, хорошо, что у нас не получилось выбраться сюда ночью. Кстати, через пару дней после нашего визита в санаторий в чате ближайших поселков появилось это видео. Смотрите их сколько, целая куча. С молодежью, сейчас они могут на кого-нибудь накинуться. Одуреть можно. Надо быстрее в калитку заходить. Толя, уходи, сейчас вода это нахер. Вот малышня. Это они только родились, что ли, в зиму такие пойдут. Вот гуляют они у нас. Пищат что-то. Толпа пошла к лесу, наверное. Да, лес-то у нас тут вон, по идее, это вон лес-то уже у нас. А вот сзади, наверное, идет смотрящий ихний. Да, вот это самец, видно, самец идет. А у кого-то все мистика да паранормальное, да ну нахер. В один миг ты сам можешь стать легендой этой заброшки. Ладно. Я вижу. А что, все, я назад? Нифига там говно. Я тебе про это говорю. Я даже сразу как зашла, сюда подошла, запах почувствовала. А, лесенка-то здесь. Что-то они, по-моему, здесь жили вообще. Возможно. Или живут. Возможно. Вот. Может, это просто ягодки? Конечно, пахнущие какашками. Там-то мы были, нет? Что-то волокли. А вот столовка. Да, столовка. А вот тут чувствуется запах какой-то. Ух, ё-моё, сколько говна. Блин, да ну нахер. Тут прямо вот этим, короче, пометом прям несет. Причем свежим. Да там прям, блин, как будто свежим пометом несет. Да ну нафиг. Здесь как-то это... Ну леса что хотели. Что мы хотели? Это лес. Я видел. Вот мы посетили пансионат Салтекс. Похоже, что здесь обитает стаи диких животных, потому что очень много их помета. В общем, всем спасибо за просмотр и пока. В общем, это все к тому, что залазя на заброшенный объект, особенно ночью, нужно думать о реальной опасности, а источник постороннего звука не игнорировать и не приписывать к паранормальной активности. Лучше задуматься о том, что ты на чужой территории и ты просто дичь. Кабанчик бежит. У нас в поселке.